Эта маленькая деревушка была спрятана вдали от цивилизации и суеты больших городов в глубине огромных лесов Испании. Иногда случается так, что чем дальше колония находится от цивилизации, тем сложнее поддерживать закон и порядок. Лишь несколько вариантов способны противостоять анархии, насаждаемой местными воротилами, которые сколачивают богатство сомнительными способами. Именно в таких районах Лукас проработал лесорубом всю свою жизнь. Он был увлечен своей работой. Он ценил тайгу и был благодарен судьбе за то, что судьба не забросила его в большие города, где он мог бы соприкоснуться с миром природы. Он поддерживал мир, охранял вверенный ему регион и год за годом ощущал себя частью дикой земли. Здесь были его корни. Он женился там, где родился его сын. До конца своей жизни он был тесно связан с этими районами. Повзрослев и отслужив в армии, его сын принял решение остаться там, где служили его родители. Они умоляли его остаться в родной стране, с нетерпением ожидая его визитов. Но его сына постоянно тянуло в другие места. В конце концов он обзавелся собственным домом, женился и произвел на свет дочь, которая теперь является внучкой Лукаса. Теперь бабушка и дедушка с нетерпением ожидали приезда своего сына, дочери Елены и его жены. Однако 2 года спустя их невестка появилась на пороге их дома с внучкой на руках и багажом в руках. В этот момент родители узнали об ужасной судьбе своего сына. Он исчез после того, как запутался в махинациях с бизнесменами. Она не знала, где он и как его найти, потому что в течение нескольких месяцев не было никаких новостей. Однажды он посоветовал ей поехать в город, где жили его родители, и подождать его там или связаться с ним, если случится что-то подобное. Она была там и сейчас, когда он дал ей адрес пожилой пары. Девушка закричала в агонии: «Я буду ждать его весь день. Столько, сколько потребуется. Я буду ждать его, даже если это продлится всю жизнь. Я люблю его. Я люблю его больше жизни». Таким образом, Клаудия переехала в дом пожилой пары со своей дочерью. С одной стороны, ее сын исчез, поэтому они испытывали душевную боль. С другой стороны, они могли наблюдать, как она растет с каждым днем, поскольку их внучка теперь жила рядом. Но катастрофа не освободила ее дом. Через некоторое время Клаудия получила сообщение о своем муже, но не от него. В нем говорилось, что его больше нет с нами, и в качестве доказательства были приложены несколько ужасающих фотографий. Они сказали ей, что она не найдет его тело, поэтому нет смысла утруждать себя поисками. Когда пожилая пара получила письмо утром, они не удосужились проведать свою невестку. Лукас и его жена остались одни, когда Клаудия взяла веревку и повесилась в сарае. Маленькая Елена была единственной, кто принес им счастье, и теперь она была единственным, кто давал им надежду. Он знал, что его сокровище, его внучка, будет ждать его в уютном теплом доме, когда он вернется из джунглей. Дедушка Лукас любил ее. Елена с трудом узнавала свою мать. Внучку воспитывали дедушка Лукас и его супруга Пилар. Но Пилар прожила недолго. Ее здоровье было серьезно подорвано событиями последних нескольких лет. Елена наконец-то повзрослела и превратилась в настоящую красавицу. К сожалению, ее бабушки и родителей не было рядом, чтобы стать свидетелями этого события. Неделю спустя дедушка Лукас готовился к своему лесному патрулю. Когда он пробирался по тайге, отмечая информацию о поваленных деревьях и делая пометки на своей карте, он услышал стоны. «Волчата совсем близко», — шепотом сказал пожилой мужчина. Он осторожно повернул ветки вета и вздрогнул. Но почему они шумят? Другие хищники могут их услышать. Под корнями дерева лежала мертвая волчица, а рядом с ней сидели 2 волчонка, одному из которых был день от роду, а другой громко стонал. Лукас нахмурился.
Сняв сумку, он подошел к волкам. Когда старик протянул им руку, они замолчали и прижались к матери. Самый крупный попытался загрызть его. «Ты вожак этой стаи, потому что у тебя хорошие инстинкты», ухмыльнулся пожилой мужчина и начал собирать волков, чтобы положить в свой рюкзак. На этот раз он вернулся домой раньше обычного. «Дедушка!» — крикнула Елена. «Почему ты вернулся? Что-то случилось». Снимая рюкзак, дедушка Лукас продолжил: «У меня есть для тебя подарок». На девушку устремились две пары блестящих глаз. Внучка сказала: «А, дедушка, откуда они у тебя? Эти щенки — волки, а не волчата-самцы». Это будущее волки, волчата-щенки. Елена была ошеломлена, она привыкла к этому. Ее дедушка всегда заботился о разных животных, но это был первый раз, не говоря уже о втором, когда у нее дома были волки. Внучка теперь кормила волков и весь день наблюдала за их действиями. Одного из них он назвал Север. Это был будущий волк с более темным мехом. Другому, который не был женщиной, он дал имя Метель. По крайней мере, Север был самым стойким из всей группы. После того, как волки достигли определенного возраста, они позволили им вернуться в тайгу, в их родную среду обитания. Естественно, под руководством ягера Лукас овладел собой. Через год все, казалось, пошло хорошо. Дедушка Лукас больше всего беспокоился о Ксавере, браконьере, живущем по соседству, который положил глаз на его потрясающую внучку. Несмотря на свою неприязнь к дерзкому мужчине, рейнджер не смог задержать его напрямую. Когда дедушка Елены отправился в тайгу на патрулирование, Хавьер начал приближаться к ней. Девушка не знала, как защититься от этого надменного ухажера. Лукас сказал своей внучке: «Пойдем со мной, моя дорогая, в тайгу, поживи у меня немного. Может быть, этот негодяй отступит, когда ненадолго скроется из виду, и они пошли на попятную». Летом Елена чувствовала себя как дома в хижине своего дедушки, выполняя домашние обязанности и выполняя работу по дому. Однако избавиться от Ксавия было не так-то просто, потому что для него лес тоже служил домом. Он был готов на все, чтобы добиться от привлекательной женщины того, чего хотел. Однажды, когда Лукас пришел в хижину из тайги, Ксавьер устроил ему засаду. «Остался, чтобы сопротивляться тебе, маленькая провокаторша», — воскликнул он, прижимая Елену кулаками к стене. Он не проявил сдержанности. Девушка поняла, что на этот раз ее не удержать, когда он начал рвать на ней одежду. Она громко вскрикнула, хотя и верила, что никто ей не поможет, но ошиблась. Север и Метель набросились на нападавшего, как только открылась дверь хижины. Они кусали и царапали его везде, куда могли дотянуться. Ксавьер был бы растерзан животными, если бы не его прочная охотничья одежда. Хвала Господу! Услышав крики своей внучки, дедушка помог усмирить злодея. Затем он опустил дуло дробовика, и волки последовали за ним в город, где и были убиты. Выдал Ксавьер полиции. Вскоре после суда нападавший был приговорен к длительному тюремному заключению за очень тяжкое преступление. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал.